Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, почему она ушла. Настройтесь на женщину, на расклад. И как всегда, для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Посмотрим для начала, в каком настроении, в каких энергиях вы находитесь сейчас. Энергия одиночества. Вот вы себя сейчас чувствуете очень и очень одиноко, а все из-за женщины. Женщины, с которой вы были на ножах какое-то время. Вы были, знаете, вот в конфликте, может быть, даже в затяжном, длительном конфликте. Но что-то в вашей жизни произошло, у каждого это проиграется своя ситуация, что поставило точку на ваших отношениях. И сейчас вы не с ней, вы сейчас далеко. Но у кого-то из вас может проигрываться, вы все еще до сих пор не можете отпустить в душе эту женщину. Вы, в принципе, то, что вы ушли, вы поступили по справедливости. Вы правильно сделали после ее поступка какого-то, да, либо же после слов каких-то. Но сейчас вы себя вообще оградили от всей социальной жизни, да, вот. Ну, дом, работа, вот как-то жизнь стала скучная, жизнь стала неинтересная. Особенно у кого свежие раны, они еще очень сильно болят и кровоточат из-за этой женщины. Так, какая женщина пришла? Женщина, которая, знаете, вот такая вся из себя красотка. Но в душе вот она как будто маленькая девочка. Она бывает моментами несерьезная, бывает такая вот веселушка-хохотушка. Женщина, в чем-то она романтичная такая вот. Я не скажу, что она склочница, нет. Но я не могу назвать ее прям скандалисткой, нет. Ну вот она просто любит, чтобы ей поклонялись, кружили ее. Вот в чем-то она так, знаете, живет по накатанной, не задумываясь, как-то несерьезно. Так, что же ее, давайте посмотрим, не устраивало в ваших отношениях. Так, знаете, вот такое ощущение, что у нее не раз возникали мысли уйти от вас. Вот еще когда вы там встречались с ней, либо же жили. Вот у нее были уже такие мысли, чтобы уйти. Либо же взять паузу какую-то в ваших отношениях. Причем как-то вот это ей неожиданно пришло в голову взять паузу. Давайте уточним, почему, кто ее надоумил, из-за чего. Так. Знаете, похоже, что у нее появился мужчина. Мужчина, в которого она по-настоящему влюбилась. Сейчас говорю, конечно, очень такие нелицеприятные моменты, но просто, чтобы вы были в курсе. Мужчина, в которого она влюбилась по-настоящему. И вот у нее возникла такая ситуация, что делать дальше. Да? С одной стороны, вроде бы вы со своей любовью, заботой, а с другой мужчина, в которого она влюбилась. И влюбилась серьезно. Поэтому вот она и начала задумываться, чтобы как-то решить этот момент, да, может быть, взять паузу, может быть, расстаться. Вот ей захотелось даже, вот знаете, не то, что к нему уйти, а побыть одной, чтобы разобраться в себе, вот кого она любит, кого нет. Вот какие-то такие мысли. Да, вот она начала задумываться, чтобы начать жизнь с чистого листа. Причем, знаете, у нее, похоже, есть какая-то, может быть, подружка, ну, какая-то женщина, которая могла ее надоумить, которая могла сказать, что вот уйди, попробуй, да, а вдруг тебе с другим будет лучше. Ей тяжело далось это вот решение. Я сейчас говорю о той женщине, которая сама ушла от вас, да, может быть, к другому мужчине.
То есть ей подливали масло в огонь, она сама сомневалась, ей тяжело было, она не очень-то и хотела, да, с одной стороны вы, стабильность какое-то время, но с другой стороны у нее любовь, морковь появилась, чувство, она вот запуталась, да, появился новый мужчина, новые страсти, новые чувства. У нее вообще, я смотрю, по жизни было много таких вот моментов, когда она стояла перед выбором. Она нравится мужчинам, я вижу. Она, видимо, такая красивая, интересная женщина. Она не раз уже становилась перед такими вот, знаете, перед моментами выбора. Заводить ли на стороне кого-то, не заводить, уходить, не уходить. Вот как-то она по жизни так сомневается. Так, да, причем мужчина очень денежный. Мужчина, который вот по-настоящему вскружил ей голову. Это не какой-то мимолетный роман, а вот знаете, когда она влюбилась, мужчина очень денежный попался. Это тоже очень такой большой и весомый аргумент. Поэтому у нее был такой довольно, может быть, даже длительный период сомнений, что ей делать, с кем ей быть, да. Потому что ей очень тяжело, вот такая была ситуация на два фронта. Кого выбрать, с кем остаться. Здесь может быть семья, дети, там любовь. Ну, то есть, вот она, знаете, она считала, что она в чем-то даже права, потому что она вот разрывается. Ее в некотором роде, знаете, даже, может быть, совесть мучила, что вот она и там голову морочит, и здесь голову морочит. Потому что она и тому мужчине говорила, что вот я там с мужем плохо живу, либо же мы спим в разных комнатах и все такое, да, как это обычно бывает. Но здесь такой вот, знаете, может быть, даже проигрывается, что ей предложили замуж выйти. И она вот задумалась, что ей делать. Там более перспективно, а здесь уже вроде бы свое родное, да, там семья, допустим. Тем более, если дети связывают. Так, давайте все-таки посмотрим, почему же она ушла. Что же ее так подкупило? Денежки ее подкупили. Да, вот она решила разрушить все из-за денег. Вот все-таки тот мужчина, да, он дал ей больше денег, чем давали вы. Она, вот видите, снова у нас выпадает двойка мечей. Она была в какой-то период, вот, ну, как слепой котенок. Она не знала, что ей делать, куда идти, куда бежать. Да, здесь свое родное, там перспективы хорошие, денежные. Вот у нас четко выпали пентакли, да. Мужчина умеет очень много денег зарабатывать. Поэтому она, дорогие мужчины, к сожалению, вот она закончила ваш цикл отношений. Она закончила все ради денег. То есть она, получается, променяла вас, может быть, даже и ребенка, если у вас есть. Она все бросила ради денег. Она готова все и всех бросить, она готова мать родную продать ради денег. Поэтому она и ушла ради денег, там, где более сытно, там, где больше денег, подарков и так далее. Вот. Плюс, конечно, она вскружила голову себе, представьте, да, богатый, еще, ну, богатый, плюс она влюблена в него, то, конечно, она решила выбрать любовь и деньги. Вот, поэтому, дорогие мужчины, ну, думайте, стоит ли за такой женщиной страдать, да? Я думаю, скорее не стоит, потому что, ну, зачем страдать за предателями? Хотя, как правило, мы страдаем не именно по человеку, а по каким-то, по своим обманутым надеждам, по растоптанным чувствам, да. Мы страдаем за теми годами, может быть, упущенного времени, когда ты верил человеку, когда ты жил ради человека, да, вкладывался, всю душу и сердце вкладывал, а тебя растоптали, просто твою душу грязными сапогами растоптали. Поэтому, может быть, такой расклад довольно непростой, довольно неприятный, конечно.
Может быть, он немного поможет вам разобраться в себе, в своих чувствах. Может быть, вам будет легче как-то забыть эту женщину, да, потому что все-таки она променяла, получается, вот на деньги вас, да. Ну, плюс, конечно, любовь. А любовь и деньги – это большая сила. Получается, к вам любовь прошла, вот если, судя по раскладу, да, потому что она влюбилась в другого человека. Так что, извините, я никого не хотела обидеть, но говорю то, что вижу просто по раскладу, да, это неприятно, это всегда неприятно слышать такие вещи, ну, просто теперь вы будете знать, почему ушла ваша женщина, если кто не знал, может быть. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!